Давайте перечислим несколько распространенных ошибок, которые вы действительно можете совершить в практике. Знайте, что если вы столкнулись с чем-то подобным, это обычно довольно легко исправить. Первое. Наиболее распространенная ошибка, по иронии, возникает в тот момент, когда вы погружаетесь в размышления о том, что у вас ничего не получается. И ошибка здесь, собственно, в том, что вместо сосредоточения на выбранном объекте медитации, вы направляете свое внимание на самобичевание. Решение здесь простое – отпустите фиксацию на том, как у вас ничего не получается, и вуаля, вы вновь медитируете правильно. Вторая ошибка. Позволить себе очень сильно отвлекаться. Можно сидеть неподвижно с закрытыми глазами и предаваться при этом бесконечным фантазиям. Мечты о вкусном обеде, мысли о сексе, планы на особняк, который вы однажды хотите построить – все это может быть куда интереснее, чем сосредотачиваться на физических ощущениях в большом пальце левой ноги. Когда вы намеренно начинаете передаваться размышлениям во время практики и даже не пытаетесь сосредоточиться, это ошибка. Чтобы исправить ее, просто перестаньте делать это намеренно и начните прикладывать усилия к тому, чтобы сосредоточиться на объекте для медитации. Намеренно предаваться фантазиям – это совсем не то же самое, что просто отвлекаться и уплывать в мысли. Отвлекаться и уплывать – это абсолютно естественно и нормально, и никак не является ошибкой. Блуждающий ум – это не преступление против природы. Это просто часть процесса медитации. Так что оставьте себя в покое, прекратите наказывать себя и с любовью возвращайте внимание обратно к объекту сосредоточения. И все будет хорошо. Третья частая проблема – это засыпание. Это неплохо само по себе, но это не медитация. Возможно, вам нужен сон. Многие из нас перерабатывают и не высыпаются. Пожалуйста, спите глубоко и сладко, если вам нужен сон. Но сон – это не медитация. Не случайно изобретение кофеиносодержащего чая приписывается буддийским монахам. Во время медитации просыпайтесь и наблюдайте за вашим объектом сосредоточения. Четвертая ошибка возникает от того, что вы слишком сильно стараетесь. Некоторые люди прикладывают поистине героические усилия к своей практике, формируя чрезмерно достигаторское отношение. Они изо всех сил стараются концентрироваться, развить сверхострое сенсорное восприятие каждого мгновения и не пропустить ни малейшей детали происходящего. Это прекрасное и нужное усердие, но выше определенного уровня оно начинает работать против вас. Чрезмерные усилия порождают стресс, который нивелирует любые позитивные эффекты медитации. В достигаторском порыве вы забываете о том, что ключевой элемент медитации – это принятие, а важная часть принятия – расслабление. Поэтому старайтесь, прикладывайте усилия, но оставайтесь мягкими и открытыми. Пятое. Последняя распространенная ошибка чуть тоньше предыдущих – развлекать себя коктейлем разнообразных техник медитации. Возможно, вы когда-то выучили повторение мантр, затем экспериментировали с самовопрошанием, а в последнее время практикуете медитацию осознанности. И теперь, как только вам становится скучно в медитации, вы перескакиваете с одной техники на другую. Да, это может развеять скуку, но это значит, что вы не погружаетесь в глубокий контакт со своим объектом сосредоточения. Вместо этого вы просто занимаетесь ментальным пинг-понгом в целях развлечения. Подобная практика не позволит вам получить максимум пользы от медитации. Это очень похоже на ту ошибку, когда вы намеренно предаетесь фантазиям. Примите решение перед очередной сессией медитации, какую технику вы будете выполнять и на протяжении какого времени, и затем следуйте своему решению. Если вы хотите поменять технику в следующий раз, замечательно, но не поддавайтесь порывам прыгать от техники к технике внутри одной сессии медитации. Подытоживая, если вы избегаете этих типичных ошибок, то вы медитируете правильно.
Даже если иногда вы чувствуете себя не слишком хорошо, вы практикуете правильно. Даже если у вас в голове клубятся сотни мыслей, вы практикуете правильно. Иногда практика может быть дискомфортной и даже болезненной, а иногда она наполнена множеством мыслей. Это нормально. Все, что требуется делать практикующему осознанность, так это просто принимать любые подобные тяжелые ситуации настолько полно, насколько возможно, и двигаться дальше.